Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около часа беседовал со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером о том, как положить конец войне с Россией. Зеленский сказал, что это был подробный разговор. Появились новые идеи о том, как приблизить настоящий мир. Сегодня мы почти час беседовали с представителями президента США. Мы поговорили со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Это был действительно хороший разговор. Много подробностей. Есть хорошие идеи, которые мы обсуждали. Есть несколько новых идей о том, как приблизить настоящий мир. И это касается форматов, встреч и, конечно же, сроков. Сегодня Рустем Умеров снова поговорит с американской командой. Важно, чтобы нам удалось организовать то, о чем мы сегодня говорили. Некоторые документы уже подготовлены. Я вижу, что они почти готовы. Некоторые документы уже готовы. Конечно, еще предстоит работа по деликатным вопросам. Но вместе с американской командой мы понимаем, как этого добиться. Предстоящие недели также могут быть напряженными. Спасибо, Америка, и спасибо всем, кто продолжает оказывать давление на Россию, чтобы она на 100% понимала, что затягивание войны будет иметь для нее серьезные последствия. В Кремле подтвердили, что получили обновленный мирный план по урегулированию войны в Украине. Сейчас его внимательно изучают, после чего и будет приниматься решение. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также прокомментировал рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации, в котором тот сказал, что сегодня у украинцев одна мечта – пусть он умрет. По контексту было понятно, что речь шла о российском лидере Путине. По плану занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами. Видели сообщение о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политики дипломатическими средствами. Песков также заявил, что Путин направил президенту США Дональду Трампу поздравления с Рождеством, но при этом непосредственно разговор двух лидеров пока не планируется. Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму. Предположить, что сегодня состоится разговор с Трампом, нельзя. Его не будет сегодня. По крайней мере, он не планируется. Сдвиг в переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине есть, пусть и не быстрый. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва готова продолжать обсуждение мирного решения в рамках определенных после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Наблюдается медленное, но верное продвижение вперед. И оно сопровождается, как уже неоднократно подчеркивалось, крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств, прежде всего как раз вот этими западноевропейскими, торпедировать эти усилия, пустить под откос все достигнутые дипломатические наработки. В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу. Кроме того, Захарова обвинила США в возрождении пиратства и бандитизма в Карибском море из-за блокады Венесуэлы. Сегодня мы становимся буквально свидетелями правового беспредела в Карибском море, где возрождаются, казалось бы, давно забытые практики незаконного присвоения чужого имущества, а именно пиратство, рейдерство и бандитизм. Важно не допустить развития событий по деструктивному сценарию. И мы рассчитываем, что присущие президенту США Трампу прагматизм и рациональность позволят найти взаимоприемлемые для сторон решения в рамках международно-правовых норм. 25 декабря российские войска обстреляли Чернигов. Один из дронов попал в пятиэтажку. Как сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, 1 человек погиб, 8 жителей, среди которых ребенок, получили ранения. Многие квартиры на 3-м этаже практически полностью выгорели. Аварийно-спасательные работы еще продолжаются. Мы были все дома. Приехали дети из Киева на Рождество. Пришел старший внук. И мы все сидели дома.
И это случилось буквально за секунды. Дети так закричали. Это был просто ужас. Президент США Дональд Трамп выступил с необычным рождественским поздравлением. Он обратился отдельно к военным. От имени первой леди и всей нашей страны позвольте поблагодарить каждого из вас за вашу выдающуюся преданность и службу Америке. Я также хочу выразить уважение вашим замечательным семьям. И это невероятно, сколько они жертвуют ради вас. Вы понимаете, это лучше всех. Но их жертвы особенно велики в эти прекрасные праздничные дни. Я знаю, что непросто, когда служба разлучает вас с близкими, но вы заслужили благодарность всех американцев за то, что держите нашу страну в безопасности, сильной и свободной. Сегодня и завтра бесчисленное множество американцев будет молиться за вас. Мы молимся за всех вас. Вы даже не представляете, насколько вас уважают и любят. Вы этого не видите, но вас уважают и любят больше, чем кого-либо. Надеюсь, к настоящему времени большинство из вас уже получили свой особый воинский дивиденд – $1776, верно? $1776. И, если вы не знали, эти деньги освобождены от налогов. Другими словами, вам не нужно отдавать половину государству. На прошлой неделе я также подписал повышение зарплаты на 3,8% для каждого солдата, моряка, авиатора, берегового охранника, космического защитника и морского пехотинца. Так что сейчас для вас хорошее время. Страна процветает. В бюджет поступают сотни миллиардов долларов. Я также хочу отметить, экипаж авианосца УСС «Джеральд Форд» — интересное место, особенно сейчас, в Карибском море, под командованием капитана Дэйва. Я имел честь принимать участие в введении «Форд» в эксплуатацию в 2016 и 2017 годах. Он строился долго, и я не буду говорить, сколько миллиардов на это ушло. Но это последнее и лучшее судно. Я крайне благодарен за вашу работу по борьбе с контрабандой наркотиков в нашем регионе. Как вы, наверное, слышали, морской наркотрафик снизился на 96%. Представьте себе, 96%. Сейчас мы идем за сушей. Я желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества. Я желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества. Я уверена, что дома за вами скучают, но они вами гордятся. По традиции, каждое Рождество командование воздушно-космической обороны Северной Америки НАРАД, объединяющая системы ПВО США и Канады, сопровождает полет Санта-Клауса по миру. Эта праздничная акция существует еще с 1950-х. В этом году о ней напомнил и президент США Дональд Трамп. В телефонном разговоре с детьми, которые звонили на горячую линию с вопросом «Где сейчас Санта?», он пошутил, что ПВО не пропустит плохого Санту, только хорошего. Мы отслеживаем Санту по всему миру. Мы хотим убедиться, что Санта ведет себя хорошо. Санта – очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что в него никто не внедрился, что в нашу страну не проник какой-нибудь плохой Санта. И мы выяснили, что Санта хороший. Санта любит тебя. Санта любит Оклахому так же, как и я. Сегодня ночью Санта обязательно заедет, оставит тебе много красивых подарков. По-настоящему красивых подарков. На побережье Одессы спасают сотни птиц, пострадавших после утечки растительного масла в Порту-Южный. Как сообщается, загрязнение возникло из-за повреждения резервуаров с подсолнечным маслом во время ударов по портовой инфраструктуре. Часть масла попала в лиман и далее в Черное море. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков обратился к жителям с просьбой приносить найденных птиц в зоопарк. Там развернули пункт помощи. Пернатых отмывают от масла, сушат, лечат и готовят к возвращению в дикую природу. Птицы теряют способность передвигаться, потому что их перья покрываются загрязнением. Они не могут ни взлететь, ни плыть, теряют подвижность и очень быстро замерзают, поскольку сейчас холодно. В основном пострадали чамгай и красношейная поганка. Чамгай — это водоплавающая птица, которая особенно уязвима к подобного рода загрязнениям, таким как нефть. Беляков подчеркивает, что действовать нужно максимально быстро. От этого зависит выживание животных. По данным местных телеграм-каналов, только за утро в зоопарк доставили более 200 пострадавших птиц. Специалисты отмечают, даже если птицу попытались отмыть самостоятельно, ее все равно важно передать профессионалам. Без реабилитации она может погибнуть. Среди уже доставленных, в том числе большие и красношейные поганки. Сейчас продолжается мониторинг качества воды, устанавливаются заграждения и работают специальные суда. Умерла российская актриса Вера Алентова, исполнительница главной роли в фильме «Москва слезам не верит». Картина в 1981 году получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Алентовой было 83 года, как сообщают СМИ и театр имени Пушкина, где служила актриса. Ей стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лоботским. Алентовой вызвали скорую, после чего ее экстренно госпитализировали, однако спасти не удалось. Причиной смерти называют острый инфаркт миокарда, осложненный тромбозом. Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе, окончила школу-студию МХАТ и с 1965 года работала в Московском театре имени Пушкина. В кино сыграла более 20 ролей. Среди известных работ «Завтра была война», «Ширли-мырли» и «Ампир-5», ставший ее последним фильмом. В Северной Корее прошли испытания зенитной ракеты большой дальности, за которыми, по данным государственных СМИ, лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. KCNA опубликовала кадры запуска. Ракета уходит в небо, Ким следит за полетом в бинокль, военные аплодируют. В агентстве утверждают, что тест стал частью проверки стратегических технологий нового поколения и завершился поражением воздушных целей на дальности до 200 километров. В тот же период Ким Чен Ын также осмотрел строительство 900-тонной атомной подводной лодки, способной нести ракетное вооружение. Проект называют элементом масштабной модернизации северокорейских ВМС и одним из ключевых оборонных приоритетов правящей партии. На опубликованных кадрах рядом с Кимом вновь появилась его дочь. Аналитики все чаще рассматривают ее как возможную преемницу. Сам Ким заявил, что развитие ядерного потенциала, по его словам, неизбежно, поскольку современный мир отнюдь не является мирным. Пхеньян одновременно раскритиковал США и Южную Корею, заявив, что их военное сотрудничество усиливает напряженность и вынуждает КНДР готовить ответные меры. Насри Асфура, которого поддерживал президент США Дональд Трамп, победил на президентских выборах в Гондурасе. Окончательные итоги объявили только сейчас, хотя голосование прошло 30 ноября. Процесс подсчета затянулся из-за технических сбоев и взаимных обвинений в мошенничестве. По данным избирательной комиссии, Асфура набрал 40%, опередив кандидата от либеральной партии Сальвадора Насралу, получившего 39%. Третье место заняла представительница правящей партии Либри Рикси Манкада. Reuters отмечает, что из-за минимального разрыва и проблем в системе подсчета около 15% протоколов пришлось пересчитывать вручную, прежде чем определили победителя. Компания Асфуры строилась на пробизнес-повестке, привлечении частных инвестиций, создании рабочих мест, развитии образования и усилении безопасности. Он также допускал пересмотр внешней политики, включая возможный отказ от поддержки Пекина в пользу Тайваня. Пусть это Рождество застанет нас более человечными и более братскими. Это время для примирения, единства и мира. Мы должны осознать, кто мы есть, одна гондурасская семья. Сегодня, с глубокой благодарностью и честью служить таким образом, я протягиваю руку, чтобы мы могли вместе идти с твердой решимостью, неустанно трудиться на благо Гондураса. Я не подведу вас. Да благословит вас Бог, и да благословит Бог щедрую землю, где я родился. Свергнутый президентский кризис Башар Асад, по данным The New York Times, сейчас живет в Москве на Рублевке, а его семья ведет жизнь, которую издание характеризует как полную роскоши и безнаказанности. Асады сбежали в Россию в начале декабря 2024 года после захвата Дамаска оппозиционными силами. Как рекомендуют журналисты, Владимир Путин включил Асаду и его окружение аксессуаром. Сначала они остановились в отеле Four Seasons, затем переехали в двухуровневый пентхаус в башне Федерация в Москва-Сити, а позже на Рублевку. Сообщается, что их передвижение контролируют российские спецслужбы. Публичные заявления им не рекомендуют. Брат Асада, Махер Асад, бывший командующий республиканской гвардией, также жил в Four Seasons и Capital Towers, рядом с Москвой-Сити. Махера и его структура в прошлом ранее обвиняли в тяжелых преступлениях и нелегальной деятельности, принесшей миллиарды долларов. В этой семье, как известно, сохранились значительные средства. Дочь Махера Шам, по данным NYT, отметила 22-летие в Дубае и организация вечера на частной яхте. Отдельно пишет издание о разном отношении к бывшим сотрудникам. Махер помогает экс-офицерам, тогда как некоторые люди из окружения Башара, оказавшись в Москве, остались без поддержки. Эти детали стали частью расследования о судебном разбирательстве. 55 высокопоставленных сирийских чиновников и военных. Часть живет в Москве, другие миры ищут жилье самостоятельно, включая регионы России. Ранее новые сирийские власти объявили Башара Асада в розыск и требуют его выдачи. В октябре 2025 года переходного периода Ахмед Аш-Шара встречался с Владимиром Путиным. Однако неизвестно, обсуждалась ли экстрадиция.